Что? Смеешься? Да не, ничего, все хорошо. Душевую переделываю. Потекла вся. Прикол в том, что вот этот бордюр нарастили гипсокартоном. Вообще, бля. Вон он. Просто проваливается. Скорее всего, и там такая же песня. Поэтому все и потекло. Вот. О, гля, сама разобралась. Вон гипсокартоном. Слушай, ну ты посмотри, тут ничего нету. Там это грибок черный просто уже. Не, Антон. Вон тут какая-то стеклянная херня, промазка. Ну на этом, на самом бордюре. На бордюре, да, вот стеклянная какая-то херня. А это просто тупо, вон он вообще, он как каша. А здесь вот он. И то он сломанный, вон лопнул. Он не армированный, походу, ничего тут, блин. Смотри, тут лопина какая. Поэтому и там все разошлось. О. Да и то, это что-то непонятно. Что это за... Ну, какое-то покрытие. Вчера борт залили. Ну, здесь перемычка была, не затекло. То есть это на плитке все накидается. А сейчас вот, ну, с уклоном сделали туда-сюда, ну, чуть-чуть в плюсе, чтобы точнуть завтра. И будет идеальный скат, красивый, хороший. Первый слой мастики. Ну и ленты, где требуется. Вторым слоем уже во все эти щели пропихну. И все. После сушки уже можно плитку класть, начинать. Вот так вот. Все загерметизировалось, красиво. Второй слой вообще все закупорит. Подрезаем. Уже подрез сделали, чтобы заход такой был оттуда. Сейчас сыграемся с этой стороной и уже тогда собираем на клей все. Утяг. Жарко тут. Ситуация такая. Положили все, что есть. Остались одна плитка такого оттенка и две, ну, по факту такого. То есть, конечно, отличается. Я как бы предлагаю ее с этой стороны, этот оттенок, положить. Так как здесь стекло будет, особо там мокрая зона, когда плитка влажная, будет там особо там, не знаю, в глаза не будет бросаться так явно. То есть вот этот оттенок положить с этой стороны. Но дозаказали на всякий случай еще 5 плиток. Ну, с учетом, что получилось нормально, без сколов, вот эти все подрезы, углы, то есть положили нормально, подрезалось. Также здесь. Ну, заказали 5 плиток, но не факт, что он придет в один из этих оттенков. Вот в чем беда. Жду решения хозяев, посмотрят, подойдут, и будет как-то принято. Либо мы сюда такой оттенок ложим, либо туда, но придут те плитки, тут уже вариант такой. Плитка, как и приехала, другого оттенка, плюнули и положили. Вот так решили. Искать ее никто не захотел. Да и ни к чему это.
все сохнет. Завтра здесь, с той стороны борт. Все эти подрезки, примерки, конечно, много времени занимают. У тебя какая-то линия красная на спине. Да, Обжегся, что ли? выросла. Тебя жена хлестает дома, папа. Ну что ты тут ебешься, расскажи нам. Крестики. Крестики. Нолики. Между. Чтобы было. Криво. Да, еще кривее. Ну тут да, тут наверное, так. Ну, направление задать хотя бы. Вот тут этот гад. Вот такая вот эта работка. Сколько вот эта работка стоить должна, по вашему мнению? Я уже сказал тебе. На самом деле проще каждую плиточку вот эту выложить отдельно, чем вот так вот. Ну, мы же альтруисты. Мы ж могем, чё нам? Мы все могем. Мы все и всех могем. Ну вот, приблизительно так. Приблизительно так. Сейчас выровняем, что не выравнивается. Доравняем. Все. Такие вот подрезки понаделали у нас тут все. Классно. То есть это для верхней. Сейчас вот этот геморрой приклеиваем. Да, конечно, ремонтировать, можно сказать, проще поддон с нуля, вернее, душевую кабину сделать, чем вот этой фигней заниматься. Тут уже приклеилось, да, цвет, конечно. Затирки нету, возможно, затирка, это видно, да? Затирка темная, но она еще и, видать, грязная со временем стала. Крестов понавтыкали. Жуть. Как-то это. Будем надеяться, что все потом после затирки выровняется. Так-то ровненько раскидали. Ну, такой вот ремонтик. Все ровно, приблизительно размечаем обрезок и пытаемся фигней позаниматься. Нож тупой. Еще раз. Подложить. ДВПшка он. Там все равно зазор должен быть. Все, это раскололось пополам. Да, может и была сломана. Ну, хорошо, здесь стекла не осталось.
Стеклышко возьму. Надо какую-то... А, его надо подрезать. Отрезал. Да пленку убрать хочу. Птички чирикают. Ляпота. Есть. Да тут последняя плитка уехала, которая мы сейчас по этой в целом. Ты видал вот это перевернутое, ее даже никто не поправлял здесь. А это мы сейчас так. Я видал. Я такой не видал. Ты не видал. Что-то у меня вверху, как бы, это я бы еще. Скотчик можно? А скотч надо взять ветряной. Бери, бери, а то сползает. Надо чуть-чуть. Чуть-чуть растянуть. Здесь хоп. Подтягиваем. Азамат. На работе у меня пацан, он Захаров работает. Ага. Азаматик. Хороший парень. Ага. Ну, он как непонятно, приколнул, то ли такая небольшая контрабасом, морпех. Контрабасом он. Сейчас он в Горловку уезжал на 2 недели. Куда-куда? В Горловку. Это что такое? А это Сталинградом называют сейчас. На Донбассе. А, что, там деньги заработал? Ну, не знаю, там кореша. Он контрабас, он тоже ему не говорит что-то. Он там постит всякие вещи такие патриотичные. И ты или мужик, или дерьмо. Третьего не дано. Ну, вообще, да, У наверное. него череп там сидел на руке набитый. Спецназ. Морпех. Морпех.
Ему свое. Черный морской дьявол у него. Вот. Глаза это. Загуглим. Ну вот, вкратце как-то так. Итак, вон сколько еще. Там это. С подрезками, конечно, мы тут намудохались кресты вставлять. Конечно, как говорится, сам себя не похвалит, никто не похвалит. Отличается, потому что затирки нет. Затирка еще цвет меняет сильно. Ну, тут все стекло прозрачное. А это после бордюра вставочка будет делаться. Так, ну в общем вот такую красоту мы навели. Везде обклеили, чтобы эпоксидной затиркой замазать все. Ну не все, вот делать сейчас вот наклеили, чтобы не возюкаться там с мытьем, потому что плитка рельефная, особо потом тяжело будет отмывать. Решили таким вот образом повозюкаться. А здесь у нас вот так. Ну, сейчас не про бордюры, поэтому мы особо положили. Еще сверкает сырая затирка эпоксидная. И здесь будет по периметру герметик, потому что на подвижные части как бы особо не хочется. Вот, а так завтра высохнет, посмотрим, чего там да как. Думаю, все хорошо будет. Делаем. Расход, конечно, большой на затирки, на вот эту вот на мозаику. Прям очень большой. Килограмма может не хватить. Но делаем пока есть. Делается вот таким образом. Ничего тут страшного и сложного нету. Просто надо порядок навести для начала. Вот. Голос приболел малость на выходных, поэтому голос такой, как из бочки. Внизу то, что вот неудобно. Надо кверх жопкой стоять и смотреть, вот, что откуда растет. Рекламу затирки не хочешь сделать? Они нам не платят. Не, затирка хорошая, литокол, Starlike. Вот. Если они нам заплатят, будет просто замечательно. Ну, я думаю, там и без нас реклама. Ну, просто есть чем сравнить. Эпоксидная затирка очень хорошо убирается, моется. То есть мне понравилось с ней работать. То есть просто все замечательно. Тут главное не пропускать. Чистенько получается от нее, даже вот она вот хорошо как это. Практически мыть-то ничего не надо будет. Так, где? Где пропустил? Не видно? Так, торцуем. Вот это вот все нам надо пропилить. Вот такой вот здесь механизм для торцовки. Вот так. Вот так. Нет, что пока что-то тишина. Сказал, это созвонимся. Так, прижимаем. Прижимаем фиксируй. Вот. Ребят, вот это. Работаем мы. Ну, съезди, куда поедешь.
Ну давай, сейчас позвоню. Вот так, сейчас обратный пил, чтобы не задирало ее. Так, все, проверяем. Все, поехали. Пилим. Всё, рез вот такой красивый. Сейчас свет наведу. Ну, уголок и уголок. Чтобы не рвало. Это раз. Раз. И на матрас. Вот такая ванночка получилась. Ну, она и была такая, только вот этот бордюрчик расширился. 4 миллиметра в ширину был. Стал пошире. Малость. Здесь вот так вот все. Теперь вода уходит, в принципе. Здесь так. Тут уже купаются, купались люди. Водичка. Ну, в общем, там все в силиконе внутри. Здесь все так же. Цвет, конечно, чуть-чуть с затиркой бьется. Ну, посмотрим. Если захотят, может быть, потом кисточкой покрасить можно будет. Ну, это как вариант. И то под вопросом.